Всех приветствую у себя на канале, где я буду рассуждать о разных фантастических явлениях, людях или существах, их природе по лору произведения, а также соотносить с похожими явлениями из реального мира. Тем не менее, все персонажи вымышлены, все совпадения случайны. А теперь перейдем к теме ролика. Супермен – один из первых и самых популярных супергероев. Он обладает огромной силой и неуязвим. В комиксах существует несколько версий, почему он такой сильный. В ранних версиях комиксов сила Супермена объяснялась заметно больше силой притяжения на его родной планете Криптоне. В тех версиях Супермен еще не умел летать, а только прыгал. Однако при анимации комиксов оказалось, что изобразить прыжок заметно сложнее, поэтому наш герой научился летать, но об этом немного позже. Начнем с первой теории. Про Криптон тогда было известно немного, однако по основной версии он имеет большую массу и больший радиус по сравнению с Землей. По некоторым источникам оба параметра в 1,5 раза больше земных. Однако, если попробовать рассчитать силу притяжения, то окажется, что она даже немного меньше, чем на Земле. Для вычисления силы притяжения на Криптоне нам понадобится формула расчета тяготения, постоянная Ньютона, масса и радиус планеты. Нам известны все эти параметры для Земли, а для Криптона их нужно просто умножить на 1,5. Таким образом, чтобы планета Криптон соответствовала своему комиксному описанию, она должна быть или сильно меньше по радиусу, или еще больше по массе. Кстати, а какой вообще должна быть сила притяжения в таком случае? Используем известные по комиксам данные. Средняя, а точнее модальная высота небоскреба 200 метров. Мировой рекорд по прыжкам в высоту у мужчин 2,42 метра. В среднем земной мужчина может прыгнуть на 90 или 95 сантиметров. И так как Супермен считался среднестатистическим криптонцем, то будем использовать среднее значение. Значит, Супермену нужно прыгнуть в 210 раз выше. Если использовать обычную пропорцию, можно рассчитать силу притяжения на Криптоне. Теперь из ранее используемой формулы расчета силы притяжения нужно вывести массу и подставить уже известные числа. Для расчета новой массы Криптона я буду использовать старый радиус, который равен 1,5 радиусу Земли. Таким образом, получившаяся масса Криптона равна 472 массы Земли, или 1,48 массы Юпитера, самой большой планеты в Солнечной системе. Обычно планеты с такой массой являются газовыми гигантами. В таком случае планета не сможет иметь столь маленький радиус. Например, Юпитер равен 11 радиусам Земли. Но если эта планета не будет газовым гигантом, а, например, сверхплотной Землей с большим содержанием металлов или карликовой звездой на грани термоядерной реакции, то она будет выглядеть достаточно достоверно. Второй вариант подтверждается скорой гибелью планеты от взрыва, с которой и начинается история Супермена. Также нам известно, что Криптон вращается вокруг красной звезды Рау. Наиболее распространена версия, что Рау – это карлик. А может ли такая тяжелая планета вращаться вокруг красного карлика? Посчитав итоговое соотношение массы планеты к массе звезды, мы получаем 0,71. Это менее 1%, что допустимо для орбитальной устойчивости. На каком же расстоянии планета Криптон должна находиться от своего Солнца? Для начала рассмотрим минимально безопасное. Это то минимальное расстояние, на котором гравитация звезды не вызовет приливное разрушение планеты. Это можно оценить через приближение типа Роша. Предел Роша – радиус кривой орбиты спутника, обращающегося вокруг небесного тела, на котором приливные силы, вызванные гравитацией центрального тела, равны силам самой гравитации спутника. Используем это правило для нашего красного карлика Рау и вращающегося вокруг него Криптона, и получим примерное значение 348 тысяч километров, но это крайне близко почти у поверхности. Однако стоит заметить, что осветимость красных карликов заметно меньше, чем желтых. Таким образом, чтобы условия на планете были наиболее похожи на земные, она должна располагаться ближе к звезде. Теперь нужно рассчитать примерную зону обитаемости. Для красного карлика с массой равной 0,2 массы Солнца зона обитаемости будет примерно равна от 0,07 до 0,1 астрономических единиц. Это в 4-6 раз ближе, чем Меркурий к Солнцу. На таком близком расстоянии почти гарантирован приливной захват. Это когда одна сторона планеты всегда повернута к звезде, а высокое излучение и вспышки могут сдувать атмосферу. Однако с сильным магнитным полем и плотной атмосферой теоретически обитаемость возможна. Таким образом, маленький радиус и высокая гравитация должны способствовать удержанию атмосферы. Атмосфера позволит получить более-менее равномерный климат.
который хоть и сильно с натяжкой, будет напоминать земной. А сильное магнитное поле должно способствовать образованию северного сияния на обратной стороне планеты, а значит и некоторое освещение. Однако условия на такой планете в любом случае будут более суровыми, а тяжелые времена порождают сильных людей, что тоже соответствует лору Супермена. О второй теории сил Супермена, связанной с излучением Красного Солнца, я расскажу во второй части ролика. Если вам понравился формат, ставьте лайки, пишите комментарии и до скорых встреч!